что, а мы вернулись снова на нашу улицу Галатской башни. Меньше года прошло, а мы здесь уже не просто как гости, а мы здесь уже, ну как, блин, ну не свои, конечно. Вот. Ну это прикольно. ПФШ, да. Здорово. Привет. Не, мы ее оставили с няней сегодня. Да. А, да, оставили? Мы-то думали в няней. Так, а мы подцепили сегодня еще 2 русских. Тащим их в магазин. Везде кладут. Да, конечно. Я думаю, здесь часто тут с русскими приходится общаться. Мы, самое интересное, мы общаемся в основном с теми, кто живет вне нашего комплекса. Ага, да? Да. Я когда вижу русские номера, у меня прям, знаешь, вот душа рвется. Я прям хочу крикнуть «Россия!» Знаешь, что тебе надо придумать? Создать бизнес-клуб. Бери в сносы, как партнеры. Слушай, да я такой душный, на самом деле, с точки зрения бизнес-клубов. Это будет бизнес-клуб, типа, ну что, здравствуйте, ребята, короче, что, как кому? Мы все-таки надумаем куда-нибудь переехать, а там. Я тебе серьезно, это первое, что я думал сделать. Я без приколов, говорю, какие есть. Рубашки, мой размер 2X. Рубашки для коляски. Да. 2500 рублей. Это просто бесплатно. Знаете, мне сейчас почему-то очень тяжело дается запись конкретно вот этого комментария. Очень тяжело. Тема друзей для меня всегда была гиперактуальна, потому что у меня всегда было мало друзей. Нет, в молодости, когда я занимался танцами, их было сверх много. Их было очень много. Но это все такая временная молодая история. Сейчас мне 35 лет, и жизнь очень сильно поменялась. Я не одарен талантом быть человеком, к которому тянутся. Наверное, поэтому для меня это особо актуальная история, когда кто-то приезжает, когда кто-то пишет, когда кто-то хочет встретиться. Да, это важно, да, это ценно, да, это очень приятно. Да, это тяжело мне говорить, потому что это мое внутреннее состояние, с которым, в принципе, мне всегда было тяжело мириться. Поэтому вопросы, касающиеся дружбы, для меня всегда были отдельными. У нас сложилась очень интересная ситуация. Мы сегодня с утра зашли в магазин, где покупаем официальные Дайсоны в Турции, и у официального поставщика, то есть непосредственно у Дайсона мы их покупаем, поэтому они оригинальные. И обнаружили, что цена выросла почти в 2 раза, в 1,5 раза. Это оказалось неприятной новостью. Мы решили найти еще поставщиков, кто здесь может поставлять. Это уже не оригинальные, ну то есть не прямой Дайсон. Нашли одного товарища, завтра поедем с ним встречаться, цену он предлагает, конечно же, ниже, и посмотрим. Почему подняли цену? Есть вероятность, что это из-за того, что сейчас они здесь заканчиваются. Это, в принципе, то, где мы сейчас берем, это последнее место, где, в принципе, есть Дайсоны во всей Турции. Есть вероятность, что последние модели просто скидывают, последние 3 штуки скидывают по завышенной цене. Но в начале августа должно быть поступление и большая партия прийти в Турцию. Мы посмотрим, как это вообще будет. То есть будет ли понижение цены или останется на текущем уровне. Учитывая экономику Турции, я предполагаю, что цена может остаться. Это вполне реальная история. И в таком случае есть вероятность, что российские Дайсоны тоже, которые возятся туда из-за границы, тоже подскочат в цене. Но пока непонятно, кто откуда берет, неизвестно. Короче, мы решили подойти нестандартным путем и проверять Дайсоны на оригинальность на весах. Мы, поскольку все они отличаются, и, как правило, качество материалов, мы сейчас хотим взвесить здесь прямо в магазине оригинальный Dyson, и потом попробовать взвесить те, которые будут приходить, и все остальные. 3 последних Дайсона действительно продавались по завышенной цене, и после прихода партии в августе стоимость снова откатилась назад на прежний уровень. Что происходит сейчас? Конец декабря 2022 года. Стоимость в переводе на российские рубли Dyson здесь в официальном магазине составляет 32 тысячи рублей. В августе эта стоимость составляла 24 тысячи рублей, то есть плюс 8К. Не очень приятно? Да, не очень. Так уж получается. Здесь цены сейчас тоже растут. Приехали сегодня 2 посылки с первыми фенами Dyson. Самое интересное, что мы находимся в Турции, а этикетка на русском. Единственная, коробка почему-то меньше, чем я думал. Я предполагал, что она будет больше. Но сейчас развернем, посмотрим, что вообще внутри. На российском рынке продаются точно такие же коробки, одинаковые. Это полностью оригинал. Завтра
Мы встречаемся с товарищем, который нам предлагает фены откуда он там, из Индонезии, из Малайзии. Из Малайзии предлагает фены, что он их купил в Италии, но есть определенное сомнение, что это реплика. Реплики очень сложно отличить от оригинала, и цена, конечно, там ниже существенно, но надо смотреть, надо думать. То есть вот у нас есть коробка, будем смотреть. Получил фены и обнаружил на них российскую наклейку. И нет, это не то, что русские захватили эти фены. Вот. То, что, скорее всего, один поставщик на страны СНГ и какие-то близлежащие локации, поэтому в Турции примерно так оно и сложилось. Я получил предложение от неофициального поставщика на фены с ценой дешевле, чем в магазине у официалов, и решил проверить, что с ними так или не так, потому что он сказал, что покупает их в Италии, делаются они в Малайзии, а те фены, которые я получил, делаются на Филиппинах. Какое-то расхождение. И мы поехали проверять, что же это за информация. Anlatabildim mi? Ben ürünle ilgili bir şey soracaksanız aklına sorabilirsiniz. Ben ürünleri bilmiyorum yani. Ну, типа, мы одну сейчас Ben ticaret yapmıyorum. Если понравится, возьмите другие. Я говорю, ну если это будет не оригинал, то мы его не сможем взять. То мы не будем, не оригинал мы не будем брать. Вот. И он говорит, что типа я, говорит, приехал просто для того, чтобы вам продать это, потому что вот этот вот чувак, он это все делает. Так а что, его чувак? нету. То есть, и он сейчас просто, он не знает, типа, если вы хотите что-то спросить по поводу товара, говорит, он это оригинал? Он не знает. Значит, надо проверить. Если это не оригинал, то мы не будем брать. Biz içine yani açamayız ama bunu açmak zorundayız. Yok açabiliriz. Zaten açabilirler dedi. Şimdi maket çağırıyorum. Приехал чувак, который должен, его нет, но она уже открыта, тем более. Ее уже открывали не один раз. Zaten onu önce açtılar. Dyson, смотрим. Made in Malaysia. Dyson Technology. Вот этот номер можно пробить на сайте Dyson, серийный номер, если там такой. Это HD08, у нас HD07. Есть. 2.44, там было 2.43. Да. В чем же разница? Где же подвох? Тяжелый? Нет, он не такой тяжелый. Держи, попробуй. Нет, такие же, как Dyson. Тут разница в 100 грамм, она ее сложно определить. Смотри, здесь, видишь, кружок, он не очень ровный. То есть он не посередине кнопки. То есть вроде есть, но он как-то не знаю, может мне кажется отсюда. Они поставляют же в Россию что-то. Они с любой точки мира, он говорит, вот его человек, он не только поставляет, он может, говорит, очень много товаров поставлять, даже и запчасти машин. Типа, очень много всего. Посмотрел я фены и послушал историю, принял решение, что, наверное, это не моя история. Малайзийские фены мне не подходят, я не очень верю в эту легенду, и, скорее всего, это реплика. А портить свою репутацию репликами, которые я выдаю за настоящие, я не готов. Поэтому те фены, которые я закупил, которые были сделаны на Филиппинах, они уже проданы, с ними все в порядке, они были куплены у официального представителя. То, что было сделано в Малайзии, куплено в Италии и привезено в Турцию, это уже прошедшая история. Так что, друзья, проверяйте информацию и будьте внимательны, доверяйте своей интуиции, чего вам и желаю. Так что вот.